Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, новости, что и как происходит, куда движется мир и какие движения предполагаются сегодня на вечерней сессии по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам. Так, ну давайте, наверное, начнем с повестки дня. Что тут у нас? Весьма печальная тенденция в России, но как бы во многих странах в России она особенно остро развивается, это рост закредитованности населения. Это связано с тем, что растут издержки, растет стоимость буквально всего. Но только в России немножко другие процентные ставки, чем в той же Америке. Так, друзья, ну смотрите, вот Соединенные Штаты на самом деле сейчас разрываются на куски, не знают, что делать. Потому что с одной стороны инфляция, которую они вызвали, она совсем не та, не политкорректная инфляция. С другой стороны, делать с ней ничего не могут. Потому что на текущий момент, если начать ее как-то давить, это придет к тому, что рынки схлопаются. Сегодня еще выступал чиновник от Феда Кларида. Он подтвердил, что ни о каком выкупе облигаций, остановке пока речи не идет. Все как выкупали, так и будем выкупать. Дальше будем пампить. Так, ну я смотрю сейчас, Запад больше всего волнует две темы. Даже не инфляция вообще и близко. Первая тема, это что там на Шуре мурничал Билл Гейтс. И второе, как Илон Маск троллит фанатов криптовалюты. Но он как бы их то троллит, то наоборот по-всякому стимулирует. Здесь как бы Маск делает просто то, что ему выгодно. И поэтому для тех людей, у кого есть определенные рамки, убеждения, вера, для них такой человек, как Маск, конечно, он вызывает у них порой ярость. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Американский индекс S&P на фьючерс S&P сегодня пытается скорректироваться. Но смотрите, здесь локальная поддержка 4130. Это поддержка, пока его держит. Но пока она его держит, он так и будет болтаться и пытаться сходить еще раз проделать хай. Как только здесь будет пробой, вот это уже будет не айс. И здесь очень быстро сразу пойдет движение на 4037. Ну и потом, соответственно, на 3880. Вот сюда вот. Так, индекс доллара. Индекс доллара, дневной таймфрейм, тоже как и S&P, не удержался он и начал проседать. И, соответственно, сегодня-завтра задача не будет пробит вот этот диапазон. Если этот диапазон не пробивается, то мы на этой неделе уходим расти по индексу доллара, и цель движения будет 91.35. Вот сюда, вот 91.5, 91.35. Если все-таки здесь пробой сегодня-завтра возникает, то мы идем вот сюда вот на этот минимум, который не так давно был, 89.2. Так, друзья, далее нефть. Ну, с нефтью все отлично. Здесь идет поджатие к этому уровню, который 69.9, 70. Соответственно, пробой этого уровня ее сразу уведет. Тестировать на прочность 71.4, 71.5. Ну, по нефти, видите, здесь картина вообще отличная. Тут рост вообще без всяких разговоров. Единственное, только если будет коррекционный откат с пробитием 66.25, то здесь вот этот сценарий роста, он будет пересмотрен. Но пока к этому все дело не идет. Все идет к тому, что мы либо растем, либо находимся в проторговке. Так, друзья, ну золото, рост. Денежки в рынок идут. То крипта, то золото, все чередуется, все по очереди, все подрастает и разбухает. Но смотрите, вот сейчас до конца дня я думаю, что если мы удерживаем текущий диапазон, это 1858, 1866, то все отлично, мы здесь и проболтаемся до завтра. Ну а завтра рост. Если все-таки пробой вот здесь происходит, то у нас идет коррекционный откат, целевое движение будет 1847. Вот сюда вот к этому значению. Так, друзья, далее давайте посмотрим. Так, это у нас эфириум биткоин. Нет, его смотреть не будем. Давайте просто эфириум посмотрим. Так, просто эфириум. Но здесь ситуация очень интересная. Очень интересная. Потому что он вернулся в растущий канал, но его пока до текущего момента так и не пробил. И поэтому я думаю, сегодня, завтра, ну может быть в среду по эфириуму решится судьба, то есть какое здесь будет движение. Либо он уходит в район 2165, вот сюда вот, либо он все-таки здесь удерживается, и тогда уже на этой неделе мы увидим отскок. Цель его движения будет в районе 4000-4050.
Так, а вот у биткоина уже сегодня час X. Все, он двойной донышко здесь отбил. Соответственно, на сегодня у нас и на завтра, кстати, тоже. Если мы не идем переписывать этот минимум, то у нас отсюда возникает импульс движения. Первая цель это 49 600 и потом движение в район 56 400. Но если здесь будет добой и пробитие, тогда его надо будет ловить уже где-то в районе 33 тысяч. Так, друзья, ну и далее евро-доллар. У нас здесь движение идет полным ходом на 1,2182. И любые откаты, которые не ведут к пробитию 1,2118, они будут вести к росту вверх и вверх. Что касается движения в моменте доллар-евро, ну смотрите, сейчас идет еще импульс на 1,2165. Локально сейчас этот импульс не сработает, если будет откат и пробитие 1,2144. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь у нас боковичок 73,6, 74,1. Движение вверх не пошло. Но вы видите, что происходит с нефтью. При такой нефти и отсутствии новых интересных геополитических рисков ничто рубль не укатает. Так, ну и далее часовой таймфрейм. Здесь намечается разворот и возвратное движение в консолидации с целью 74,15, 74,1. Вот сюда вот. Соответственно, сейчас это движение не получит развития, если будет откат и пробитие 73,8. Если такое вдруг сейчас происходит, мы идем, соответственно, 73,66. Здесь все-таки, я думаю, больше вероятность того, что будет либо консолидация, либо движение к верхней границе для того, чтобы закрыть весь вот этот цикл, который пока еще остается открытым. Скорее всего, дотолкают сюда, а дальше по нефти. Если нефть начнет корректироваться, тогда, соответственно, будет задерг, и цель этого задерга 74,6. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Вот здесь ситуация интересная. По сути, фьючерс на индекс РТС указывает, что сейчас будет продолжаться укрепление рубля. Но не всегда эти активы, они абсолютно коррелируют между собой. Точнее, ну да, коррелируют. В случае с рублем здесь скорее речь идет все-таки о корреляции. Так, ну и переходя на 15 минутку, здесь скорее всего будет коррекционный откат. И цель этого коррекционного отката это движение вот сюда вот на 153 700. В каком случае этого отката не будет, если сейчас идет задерг и пробой 155 тысяч. В этой ситуации, скорее всего, мы пойдем на 156 500. Я все-таки склоняюсь к мысли, что этот сценарий сейчас маловероятен, и мы уйдем корректироваться куда-то вот сюда. Так, друзья, вот вопрос был касательно акции Amazon. Ну, Amazon, конечно, вырос очень мощно за последний год. Но сейчас на текущий момент вот здесь идет попытка повторить движение на 3500. Сейчас эта попытка уже в полном объеме начинает реализовываться. И эта попытка она сходит на нет, если будет коррекционный откат и движение на 3140-3120. Вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас на текущий момент действительно достаточно высока вероятность того, что отсюда мы увидим движение, ну как минимум попытку закрыть вот этот гэп 3390. Возможно даже и повыше переписать вот этот максимум, ибо необходимость назрела. Вот. Но рынки находятся в достаточно таком подвешенном состоянии, турбулентном. И поэтому, собственно говоря, ничто не мешает ему сначала потестить вот это значение 3130. И после этого попытаться отсюда уже по-нормальному отрасти и сходить либо сюда, либо сюда. Так, друзья, ну и далее AMD. AMD это, в общем-то, компания ближайшего и среднесрочного будущего. Скоро она станет уже абсолютным лидером. Я думаю, она додавит Intel до коматозного состояния. Вот эта вот просадка на недельном графике, которая происходила, она привела к тому, что он уперся в сильный уровень, это который 73,6, 72,5. Соответственно, отсюда, если не будет повторного движения вниз и пробоя 72,5, 72, нас ждет отскок уже на этой неделе. И цель этого отскока для начала это 80 и потом возможно 85,5. Если переходить к дневкам, здесь все готово для того, чтобы хорошенько отскочить и выплеснуть энергию на 79-80. Сюда куда-то в этот диапазон. Так, ну и 4-часовик вообще отлично
Здесь, собственно говоря, все уже подготовлено. Все уже подготовлено, осталось нажать кнопочку и на 84, если следовать 4-часовику. Но здесь четко надо помнить, 72,5, 72, если будет пробой, то первая цель просадки будет 69,4, но возможно движение пойдет и посильнее вниз. В целом по AMD, я думаю, достаточно позитивная картина. И его наиболее вероятно будут либо гонять в этом диапазоне, либо начнут отращивать и дальше. Так, друзья, ну это в общем-то все основные инструменты, о которых писали, акции, о которых меня спросили. Спасибо за внимание, всего наилучшего.